Начинаем этот выпуск с новостей, связанных с трагедией Боинга малазийских авиалиний. Министерство обороны России обнародовало сегодня поистине сенсационную информацию. Она основана на данных, которыми располагают военные. Их получили с помощью спутников и радаров. Там очень много интересного. Все доказывает, крушение лайнера было тщательно спланировано. В это, конечно, можно не верить, но уж слишком много совпадений. Все систематизировал Алексей Головко. Ситуационный центр Министерства обороны – место, куда стекается вся оперативная информация, доступная российскому Генштабу. Именно здесь сегодня журналистам показывают данные, собранные локаторами и военными спутниками, мониторящими территорию вокруг Донецка и Луганска. Первый вывод – малазийский Боинг действительно летел не по заданному воздушному коридору. При этом максимальное удаление от левой границы коридора составило 14 километров, что послужило причиной выхода за границу трассы, навигационная ошибка экипажа или выполнение команд украинского диспетчера органа управления воздушным движением Днепропетровска, точно можно будет ответить только после расшифровки бортовых самописцев. На языке военных это называется данные объективного контроля. Со снимками из космоса не поспоришь, они наглядно показывают. В Донбассе накануне трагедии в развернутом боеготовом состоянии находились 4 дивизиона зенитных комплексов БУК украинской армии. И это при том, что у повстанцев авиации нет. Дальше интереснее. Снимки от 14 июля. БУКи стоят под Луганском. 17 июля, в день падения Боинга, уже рядом с территорией, контролируемой ополченцами. А на завтра, 18 июля, они просто исчезли, скрылись в неизвестном направлении. Возникает вопрос, почему батарея оказалась в этом районе, вблизи территории, контролируемой ополченцами и непосредственно перед трагедией? Еще одна странность. Небо над Донецком в тот день совсем не пустовало. Помимо малазийского Боинга там летели самолеты из Копенгагена и из Парижа. Но в 17:21, в ту минуту, когда лайнер начал разрушаться, на радарах появилась еще одна отметка. Диспетчер, запрашивая характеристики вновь появившегося объекта, данные о его параметрах получить не может, так как, вероятнее всего, воздушное судно с системой вторичного опознавания не оборудовано, что характерно для военных самолетов. Эксперты определили, так неожиданно и резко набрал высоту украинский Су-25. У него есть ракеты воздух-воздух, и он может поражать цели на высоте в 10 километров. После падения Боинга штурмовик еще долго баражировал над местом катастрофы, как бы контролируя ситуацию. Ранее украинские официальные лица сообщали, что в этот день украинских военных самолетов в районе авиационного происшествия не было. Как видите, это не так. Украинские СМИ пытались отвлечь внимание от самолета-призрака видеороликом о том, как якобы повстанцы вывозят замаскированные БУКи. Но анализ записи показывает, сделана она в городе Красноармейск, который уже с 11 мая контролируют украинские силовики. Название города видно на рекламном баннере автосалона, а значит теперь справедливые вопросы возникают уже у российского оборонного ведомства. Что это за пусковая установка? What kind of launching system is it? Куда ее перевозили? Where is it transported? Где она находится сейчас? Where is it now? Почему она заряжена неполным боекомплектом ракет? Why is it loaded with short missile munition? И когда в последний раз с нее проводился пуск? Свои данные Министерство обороны готово предоставить всем экспертам и в свою очередь призывает сделать то же самое американских коллег. Ведь известно, что в момент трагедии, тоже странное совпадение, над Донецком пролетал американский экспериментальный спутник, специально созданный для отслеживания запусков ракет. Алексей Головко, РЕН-ТВ.